Итак, прошла очередная волна переименований топонимов по Украине, и можно подвести некоторые итоги. Процесс этот идет уже около 10 лет, с тех пор, как Порошенко запустил процедуру декоммунизации, которая всячески саботировалась на всех уровнях. В результате до полномасштабного вторжения так по верхам что-то там переименовали, что в глаза бросалось, имени 50-летия октября, и все. Но это все не так безобидно, как кажется. Все эти вселенские плачи за сохранением топонимов в честь советских псевдопартизан и НКВДистов – это был знак ФСБ, что народ наш вполне еще советский, и раз цепляется за навязанных им коммунистических персонажей, то значит можно и дальше с ним работать. И теперь, когда мы прощаемся не только с коммунистическим, но и колониальным прошлым, и выкидываем памятники Екатеринам, Пушкиным, переименовываем улицы Толстого и Башкирскую, то этим мы наконец, хотя и с большим опозданием, показываем Путину другой знак, уже, к сожалению, запоздалый и стоящий нам тысячи жизней. Это знак того, что украинцы отвергают все российское. У нас есть своя страна и свои герои, и мы их увековечиваем на своих улицах и площадях. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И сейчас подходит к концу последний этап переименований в рамках декоммунизации и деколонизации, и можно смело признать, что прошел он хаотически, потому что какие топонимы удалить с улиц и площадей правила создали, а какие вместо них назначать, таких правил нет. А раз правил нет, то и процесс переименований проходил сумбурно. Поэтому то, что сейчас попереименовывали, в будущем после войны, естественно, будет подвержено ревизии. Итак, понаблюдав над тем, как происходило переименование, бросаются в глаза некоторые тенденции. Одна из них позитивная. Конечно, жители в первую очередь стараются вспомнить, какое название их улицы и площади носили до 1917 года. Посмотрим, как к этому подошла Городищенська територіальна громада в Черкаській області. Улицу Матросова предложили переименувати в Гейківку або Джулаївку, як давній місцевий топонім, традиційна назва цієї частини міста чи кутка. Інші пропоновані назви – Семиренчина Гребля, Филонівка, Скалигівка, Катерушина. Серце радіє від цих старих народных назв. Поэтому возвращение тех топонимов, которыми пользовались наши предки, это положительная тенденция. Исторические названия должны быть в приоритете. Другая тенденция – это название улиц с садово-нейтральным уклоном, типа Вишневая, Абрикосовая, Кленовая, Тенистая и так далее. К нейтральным можно отнести улицы с абстрактными названиями – Героев, Мира, Казацкая, Европейская, Труда. Эти топонимы безопасны и нашим, и вашим. И если раньше я думала, что садово-нейтральные улицы это не камильфо, то теперь начинаю приходить к тому, что они дают возможность в будущем, после войны, когда все уляжется, улицу Мира безболезненно переименовать в честь какого-нибудь достойного человека. Потому что садово-компотными нейтральными названиями народ старается еще и отбиться от тех топонимов, которые им навязывают. Вот пример. Мешканці вулиці Толстого не згодні з рішенням комісії щодо перейменування нашої вулиці назвою Симона Петлюри. Вона не врахувала думку жителів нашої вулиці і не вибрала жодної з 4 запропонованих. Ми провели велику роботу, створили групу Толстого у Вайбері, вислухали пропозиції, зібрали підписи і віднесли в відділ культури, національностей та релігій. І що? А нічого, вони вирішили так. Ми будемо відстоювати свої пропозиції на назву нашої вулиці Затишна, Солов'їна, Ясна, Дружна. Так, це ви називаєте явища природи, але нам такі назви подобаються. Якщо комісія не врахує наші побажання, тоді ми попросимо її надати нам інформацію, хто з мешканців вулиці Толстого запропонував назву Симона Петлюри. Ми вважаємо, що рішення комісії є незаконним, адже вони не врахували думку більшості жителів вулиці Толстого. И здесь я полностью за ирпенцев,
Хотя в комментариях их и затюкали, и заплевали. Но это не показатель нашим людям, абы кого затюкать по команде или даже по собственной глупости. Один начал, а другие подтягиваются. В данном случае очевидно, что кто-то решил просунуть Петлюру. А почему Петлюра недостоин, чтобы его именем называли улицы, на нашем канале мы об этом очень подробно говорили, повторяться не буду. Тому хай буде краще вулиця Затишна, ніж Петлюри. Теперь о болезненной теме героях российско-украинской войны. Перед всеми нашими защитниками мы склоняем низко голову и помогаем армии кто чем может. В каждом украинском селе уже до несколько десятков погибших. И, естественно, в их честь начали называть улицы еще с 2014 года. Потом осознали, что на всех улиц не хватает. И стали называть улицы просто «Захисників України». И тут создалась такая проблема. Каждый из вас наверняка видел такие манипулятивные петиции. Подпишите, чтобы назвали улицу в честь нашего брата, мужа, свата и так далее. А если в комментах кто-то засомневается, насколько это этично, то на него набросятся всякие псевдосердобольные люди. Ах, вы против, вы не цените нашего героя. Почему же не ценим? Ценим и разделяем горе семьи, но где-то мама другого погибшего героя рыдает в одиночку, и у нее даже нет сил заниматься какими-то петициями, она даже не знает, как это делается, или знает, но осознает, что на всех улиц не хватит. И вот иллюстрация, к чему это приводит. Я не розумію, чому перейменовувати саме цю вулицю потрібно. Дивіться, у нас на набережній вже є 2 хлопці, які загинули. На їхню честь не перейменовують. Честь і повага Тарасу. Він герой, він поклав життя за нас. Але ще їх буде багато. Він не перший і, на жаль, на превеликий жаль, він не останній. У залі розпочалась суперечка, втім, це нічого не змінило. Депутати підтримали рішення про перейменування вулиці на честь загиблого військовослужбовця та громадського активіста. Неприємна ситуація склалася в селі Якимівці. Там під час обговорення перейменування вулиці на честь загиблого захисника частина людей висловила незгоду. Про це розповіла дружина загиблого Діана. За її словами, більшість жителів села підтримали ідею родини, підкреслюю, ідею родини щодо перейменування. Але частина мешканців саме вулиці Центральна висловила або категорично ні, або утрималась від відповіді. Саме це й здивувало жінку. Для мене було питання саме в тому, хто ці люди і чому вони проти. Тому що Андрія вже визнали по всій Україні. Для нього ми проводили турніри. Я для цього випустила журнали. Чого не визнає його місцевість, я не розумію, розповідає дружина. А я розумію, тому що ініціаторами мають бути не рідні, не знайомі, а власне громада. А пані Діана тисне на громаду. А громаді може і неприємно, що ініціатива надходить саме від дружини загиблого. Или вот дніпровські перейменователі похвастались, що серед нових назв нема ані рослин, ані природних явищ, а лучше бы были и побольше, потому что напортачили они там, мало не покажется. Об этом мы упоминали и в предыдущих видео. Этот тупик Манкевича меня просто убил. Что было у переименователей в голове, чтобы кинуть повстанцу, как кость собаки, какой-то тупик, которого даже на карте не найдешь? Вот он где-то здесь, в этом районе. А также тупик Павла Василюка. Начала гуглить, кто такой Павло Василюк. Еле нашла, что был такой заступник атамана Божка галичанин. Он, не он. Ну, во-первых, тупики всякие лучше оставить как раз садово-нейтральными и ландшафтными. Тупик Калиновый, тупик железнодорожный, как хотите, смотря по местности. А во-вторых, почему я не могу найти инфы в гугле про Павла Василюка? Почему вы переименователи пальцем не пошевелили, чтобы популяризировать его имя? Почему именно он достоин топонима? Чем он круче атамана Малашка, например, или Павла Деревянка? Почему есть улица Евгения Сверстюка, который никогда не бывал в Днепре, и нет атамана Малашка, который тут воевал? А я знаю почему. Потому что для этого надо хоть как-то интересоваться историей именно своего родного края, а не хватать то, что на поверхности лежит.
К нейтральным можно отнести и мега распространенные имена деятелей, которым уже с лихвой вознесли почести. Например, Богдан Хмельницкий. Это опять-таки из серии «И нашим, и вашим». 1 500 000 улиц было названо в честь Богдана Хмельницкого еще при советской власти. Ну давайте 1 501 назовем. Правда, не у нас одних такая проблема. Во Франции тоже нет, наверное, ни одного города, где не было бы улицы Шарля де Голля. Самое распространенное название улицы в Большом Лондоне – это Альберт-стрит, предположительно в честь принца Альберта. Тяга назвать улицу мега распространенной фамилией можно приравнять к нейтральной. Типа «отвяжитесь от нас, вот вам признанный веками украинский деятель, не придеретесь». Итак, мы говорили, что переименовывать правила есть, а новые топонимы назначаются без правил. Правда, есть один документ по этому поводу, но он такой размытый, что пользоваться им очень сложно. Это закон України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, імен, псевдонімів, фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. І тут пишеться, що імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам'яті про осіб, які, перше, внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України. Друге, здійснили героїчний вчинок, звершення в ім'я Батьківщини. Третє, зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя. В общем, все это общие слова. Под значный внесок можно любого протащить, кто имеет хоть какую-то публикацию в прессе или книжку издал. Такими формулировками руководствоваться на практике не представляется возможным, потому что здесь отсутствует главное топонимическое правило, что должно пройти не менее 10 лет после смерти человека, в честь которого собираются переименовать улицу. Это правило идет с запада, откуда же еще? Там принято, чтобы каждый муниципалитет, каждая комьюнити устанавливала свои положения по переименованию. Вот, например, Ноттингемский городской совет, что в Британии, выпустил совсем недавно, в январе 23-го, поправки к политике переименований топонимов. Документ предписывает, что теперь горсовет будет принимать к рассмотрению предложения на переименование улиц только касательно людей, которые умерли не менее чем 20 лет назад. Это соответствует критериям Blue Plaque, национальным рекомендациям по передовой практике и политике Совета по статуям и мемориальным доскам. Blue Plaque, синяя табличка, это что-то типа как раз нашей мемориальной доски. Такая отсрочка в 20 лет гарантирует, что решение будет принято с достаточной степенью непредвзятости, с учетом любых будущих изменений общественного мнения и снижением потенциальных рисков и затрат как для граждан, так и для городского совета, связанных с переименованием улиц. И правильно, за 20 лет в принципе можно определиться, достоин человек вечной памяти или нет, действительно ли он боролся за независимость Украины или работал на ФСБ под прикрытием. А вот городской совет Торонто в Канаде одобрил изменения в политике наименования улиц тоже. Нам интересен руководящий принцип номер 5. Связь с историей и культурой Торонто, Онтарио или Канады. То есть идея такова. Улицы прежде всего называют в честь людей, которые внесли значительный вклад в данную громаду. Это могут быть местные герои и лидеры сообщества, а также национальные деятели и исторические личности. И только потом рассматриваются граждане, которые сделали что-то для Онтарио, а потом уже для Канады в целом. А вот как это происходит у нас. В селі Залізне, що неподалік Києва, замість вулиці, названої на честь совєтського партизана Олега Кошового, відтепер вулиця Софії Русової. Софія Русова – це українська вчителька, письменниця, літературознавиця і громадська діячка, одна з організаторок фемінізму в Україні. Ну, мало того, что я к феминизму вообще-то подозрительно отношусь, но то такое. Что пани Русова сделала для села Зализного? Может, она хотя бы когда-то посещала Фастовский район? Не факт. Об этом в ее биографии ничего такого не нашла. Кому-то захотелось
в Залізне втулить літературознавицю, которая родилась за 300 километров, и втулили. А вот новости США. Участок улицы в Окленде, штат Калифорния, был переименован в честь Тупака Шакура спустя 27 лет после убийства знаменитого хип-хопера. Участок бульвара МакАртур, недалеко от того места, где он жил в 90-х годах, стал улицей Тупака Шакура после церемонии, в которой приняли участие члены его семьи и уроженец Окленда МС Хаммер. 3 важных момента такого переименования. Тупак Шакур когда-то жил на этой улице. 2. Произошло это через 27 лет. И 3. Инициаторы аж никак не родственники Шакура. Оклендские городские власти выпустили по этому случаю пресс-релиз. На заседании городского совета Окленда выборные должностные лица одобрили резолюцию о памятном переименовании бульвара МакАртур между Гран и Ван Бюрен авеню, где он когда-то жил, в улицу Тупака Шакура. Резолюция призвана почтить вклад Тупака Шакура в Окленд и район залива, сохранив существующее название улицы, добавив дополнительное почетное название улицы и установив памятные доски и знаки. Расходы, связанные с памятным актом, будут покрыты фондом Тупака Шакура. Мероприятие, которое будет включать размещение новых знаков, состоится в сентябре 2023 года. О причинах переименования объяснила член городского совета Кэрол Файв. Это переименование улицы, говорит она, напоминает нам о жизни, наследии и вкладе Тупака Амару Шакура в Окленд, Калифорния. С, казалось бы, непринужденным мастерством этот член партии «Черные пантеры» повлиял на сердца и умы. Тупак будет помниться как один из величайших людей всех времен. Его семьей и поклонниками он затронул бесчисленное количество жизней людей по всему миру, охватывая несколько десятилетий. Для меня большая честь выдвинуть эту резолюцию вместе с Лероем Маккарти, а Лерой Маккарти – это историк хип-хопа, и Heterodox Incorporation. Это такая компания по индустрии развлечений. Чувствуете разницу? На каком еще этапе развития громадянського суспільства знаходимося? И вот вам домашнее задание. Проанализируйте, как шел процесс переименований топонимов в вашем селе, в вашей громаде и чем он завершился. Проанализируйте хотя бы для себя и поделитесь с соседями своими выводами. То, что вы поделитесь со мной в комментах, я даже не мечтаю. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Теперь понимаете, что нельзя так сразу же, как только человек покинул этот мир, бомбить петициями соцсети, стыдить народ, который противится переименовывать улицу в честь кого-то. Надо просто выждать время, и только оно покажет, кто достоин топонима, а кто нет. Опять же, отсрочка в 20 лет. На Западе, может, это и нормально, а у нас и 40 лет можно подождать, учитывая, что не все архивы еще открыты. А архив СБУ, где все самое интересное, вообще закрыт, и неизвестно, когда откроется. И опять же, никто из наших переименователей не учитывает того, что Украина за 100 лет пережила 3 войны. У нас в приоритете должны быть именно герои визвольних змагань, а не мовознавці и феминистки. Мы еще повстанцев наших не почтили должным образом. Герои визвольных змагань погибли достаточно давно, все сроки прошли, чтобы почтить их память. Они первые в очереди, а следующие – герои Второй мировой, настоящие, а не те, кого нам советская власть подсовывала. Ведь до сих пор на те события многие смотрят с позиции советского государства. А вот современных героев оставьте потомкам, им будет нелегко. У них мозги поплавятся, разбираясь, кто есть кто из наших активистов, экспертов и громадських діячів.